Работаете ли вы с мужчинами? Да, я работаю с мужчинами. У них тоже бывает много проблем со стопами в виде мозолей, трещин. Также у них бывают разные сложности с ногтями, такие как вросшие ногти, анихолизис, анихомикоз, анихогрифоз. Чаще их записывают жены или приводят жены. Мужчины у нас стеснительные, они хотят чаще всего сами справиться с задачей, и поэтому чаще всего терпят. Кто это, как правило? Это мужчины разных профессий, они могут заниматься как и строительством, так и работать в офисе, также и заниматься каким-нибудь вахтовым методом работы, спортсмены те же самые, бегуны. С какими запросами мужчины обращаются чаще всего? Мужчина чаще всего обращается с запросами вросшего ногтя, утолщенных ногтей и грибковых поражений ногтевых пластин. Бывали ли случаи, когда мужчина думал, само пройдет? Да, действительно, мужчины очень часто себя убеждают, что это все само пройдет, это не важно, не нужно на это обращать сильно внимание, просто помазал каким-нибудь бетадинчиком, и это все пройдет. Но на самом деле чаще всего идет усугубление, воспаление, то есть они не обращают внимания на эту ситуацию, когда она только на самом начале этапа, когда только есть маленькое покраснение какое-то, и доводят это до серьезных последствий, которые в будущем решаются гораздо сложнее. Иногда прибегается даже к хирургическим операциям. Что посоветуете мужчине, который весь день на ногах? В данном случае я посоветую, конечно же, двухразовый уход в день за ногами. Это как элементарная гигиена, помыть ноги, просушить, особенно просушить межпальчиковое пространство, увлажнить специальным кремом, если нет никаких патологий, и менять носки ежедневно. Мужчины очень часто справляются с проблемой вросшего ногтя, самостоятельно его обрезая, вырезая, зарезая все стенки ногтевых пластин. Далее это приводит, конечно же, к тому, что ноготь неправильно растет, деформируется и врастает еще глубже. Но мужчины старательные люди, поэтому они терпят до последнего. И только когда уже они не могут вырезать это или справиться самостоятельно с этой задачей, приходят к нам, к подологам, и мы решаем эту ситуацию. Мужчины чаще выбирают удобство, а не моду. Помогает ли это ногам? Да, действительно, мужчины не гонятся за модой, они гонятся за удобством в первую очередь. Благодаря данным факторам у мужчин лучше ноги, лучше ногти. Они не любят, когда где-то что-то давит, где-то стесняется что-то. У них должна быть удобная обувь, если это не офисные сотрудники и там нет дресс-кода. Потому что когда это офисная обувь, она всегда заужена и поэтому приносит дискомфорт, к которому мужчина привыкает. Создается привычка к ощущениям и ему уже не больно, поэтому чаще всего офисные работники приходят с мозолями на мизинчиках. В некоторых салонах мужчинам педикюр стоит дороже. Почему? Педикюр – это педикюр. То есть, неважно, мужчина ты или женщина, это педикюр. Неважно, какой длины у тебя стопа, ширины, высоты. Мы просто делаем педикюр. Во-первых, мужчины не покрывают ногти гель-лаком. Процедура может быть гораздо быстрее сделана. Мы не разделяем клиентов на мужскую и женскую составляющую. У нас клиент – это человек, который пришел за решением какой-либо проблемы. Поэтому для нас важно больше комфорт, добиться результатов, помочь клиенту, а не сделать разность чека. Как у мужчины возникает момент неловкости, когда мне нужно показывать незнакомому человеку свои ноги. Скажите, пожалуйста, как проходит первый прием? И как от этой проблемы, смущения можно избавиться? Смущение – это, конечно, все понятно, но мы здесь работаем именно с проблемами, поэтому в данном случае смущение можно немножечко отложить на дальний план. Как происходит процедура? Сначала мы делаем осмотр, обсуждаем вашу проблему. Я рассказываю, как ее можно решить, какими методами. Рекомендую вам, допустим, врачей, косметику, уходовые средства какие-то. Если у вас ваша проблема требует обработки, зачистки, я все это обговариваю. Это достаточно безболезненная процедура. Мы максимально стараемся сделать ее комфортной, поэтому считаю, что беспокоиться нет смысла. Необычный случай из практики? Самый запоминающийся случай – это когда мы делали зачистки постоянному клиенту. Я постоянно его направляла к дерматологу, потому что там был анихомикоз, и я хотела как можно скорее облегчить жизнь клиенту и сократить время процедур, и улучшить качество жизни. Но клиент, к сожалению, долго прислушивался к моему мнению, не ходил к дерматологу, и мы делали зачистки на протяжении 2 лет. Делали. Каждые 3 недели мы делаем зачистки. И вот в какой-то момент он приходит, и, о боги, у нас есть результат. Я спрашиваю, что же вы сделали? Он говорит, я сходила к дерматологу, и мне выписали таблетки. И у нас действительно результат уже почти готовый. Я в конце видео покажу. Армия, вахта, берцы. Ваш минимальный протокол для 10-12 часов в тяжелой обуви. Армия, берцы – это, конечно, когда нога находится 12 часов в
в тесной и неудобной обуви, это, конечно, затрудняет жизнь, но настоятельно рекомендую использовать обувь по длине и ширине вашей стопы, делать обязательно гигиену стопы 2 раза в день, пользоваться кремами, не стесняться, в берцах и в профобуви использовать стельки индивидуальные для стопы, ну и, естественно, сменные носочки. Сколько там замкнутое пространство и нога чаще всего потеет, чаще всего достаточно поменять носочки и использовать тальк для ног. Пятки как наждак. Уход или сигнал о сбоях. Первостепенно надо отменить трение, пиление в домашних условиях, особенно на распаренные ноги, когда вы выходите после душа или в душ и начинаете их тереть пемзочкой. Это усугубляет ваше положение. Поэтому рекомендую все-таки обратиться к специалисту, потому что есть ряд заболеваний, как гиперкератоз. При наличии таких проблем лучше, конечно, работать со специалистом, ну а в домашних условиях соблюдать только гигиену. Обязательно, конечно, индивидуальные тапки. Полотенце для ног тоже индивидуальное, и после каждого применения его необходимо стирать. Особенно важно протирать межпальчиковые пространства на стопах и насухо вытирать стопы. Если бы мужчины перестали терпеть, как изменилась бы ваша работа завтра? Ничего бы не изменилось, мы бы ускорили решение проблемы, и мужчины бы ходили просто на гигиенический педикюр. Что мужчины делают не так, думая, что ухаживают за ногами? Чаще всего они лезут в интернет и используют средства по типу уксуса, ванночки с уксусом, ванночки с содой, дабы, чтобы предотвратить распространение грибка. Если у них поражен один ноготочек, они распаривают свои ноги ванночкой с содой, уксусом, тем самым усугубляя все это и распространяя еще больше. Ваша любимая мужская реакция на результат одним словом. О, нормально.